Дорогие друзья, давайте сделаем с вами сегодня общий расклад для тех, кто сомневается, нужно ли продолжать отношения или стоит их завершить. Посмотрим, уйти или остаться. Первая, вторая, третья позиции. Выбираем свою, загадываем человека или троих и начинаем смотреть. Итак, первая позиция. Давайте посмотрим, что же сейчас происходит в отношениях, почему возникли мысли о том, что нужно уходить. Смотрите, первая позиция, здесь какое-то либо слишком медленное развитие, либо неопределенность, несерьезность партнера, нересурсность идти дальше. Либо вы упустили шанс на какое-то развитие, на то, чтобы делать шаг вперед, либо здесь все настолько медленно, что прям вот это состояние подвешенности, оно выходит из равновесия и приводит к тому, что возникают действительно сомнения, а что мне могут вообще дать эти отношения. Давайте посмотрим, что будет, если вы останетесь, каковы здесь перспективы. Смотрите, а здесь вы сможете справиться с теми трудностями, которые есть на сегодняшний день. Здесь будут обязательно перемены. Единственное, что здесь эти перемены будут не очень скоро. Рыцарь Пентаклей — это очень медленный персонаж, это безумно медленный персонаж, который может вот прям целый год собираться. Но здесь плюс в том, что долго запрягает, хорошо едет. Здесь очень медленное развитие, но человек достаточно уверенно идет к той цели, которую он видит. Перемены здесь будут. И все трудности, которые есть на сегодняшний день, они останутся у вас позади. Давайте посмотрим, что будет, если вы вдруг уйдете, если у вас терпения не хватит. Что же будет? Вы знаете, здесь партнеру будет очень больно. Больно будет и вам. Вы, конечно же, найдете новый путь, вы, конечно же, найдете способ двигаться дальше, но ваш партнер может этот ваш поступок расценить как действия какие-то за его спиной, как какое-то предательство. Вы знаете, если вы уйдете из этих отношений, то здесь возможно воссоединение с человеком из прошлого. Здесь, причем, возможно, даже семья с тем человеком, с которым вы раньше были в отношениях, да, поэтому не могу сказать, что вы сильно потеряете, потому что та семья, которую вы создадите вот с тем, кто был вашим партнером ранее, здесь будет все хорошо. Здесь действительно именно вот двойка кубков, это, знаете, это такое партнерство, которое действительно продуктивно, которое приносит эмоции, понимание. И десятка кубков — это опять же семья. Здесь вы двинетесь вперед. Но тот человек, которого вы оставляете, да, тот партнер, на которого вы сейчас смотрите, ему вы причините боль. И делать этот шаг будет больно не только ему, но еще и вам. Давайте посмотрим, что ваш партнер думает о расставании. Вообще, он думает об этом? Нет, вы знаете, о расставании он не думает. Он думает о том, что нужно справиться с какими-то трудностями. Но на сегодняшний день существуют вот эти преграды, которые нужно преодолеть. Это вот именно, знаете, вот какие-то обязательства, какие-то отсутствие возможностей, да, когда вот опять же границы закрыты, нога сломана, там денег на что-то не хватает, на ту же самую свадьбу, на тот же самый совместный быт. Поэтому здесь расставание он не рассматривает, он хочет дальше с вами идти, и он верит в то, что силы на это он найдет. А какие же планы у него на вас, у загаданного партнера? Какие у него на вас планы? Вы знаете, такое ощущение, что ваш-то партнер, вот на которого вы смотрите, он тоже не лыком шит. Вы вернетесь в прошлые отношения, но такое ощущение, что если вы его оставите, он погорюет и присмотрится к другой какой-то барышне, да, то есть он тоже пойдет в новые отношения. А с вами-то что? На вас-то он что?
От вас он ждет поддержки. Разрывать с вами отношения не хочет, разрывать с вами отношения не планирует. Но пока настроен идти вот только благодаря своим чувствам и не давать пока никакой конкретики. Опять же, на то есть определенные обстоятельства, определенные какие-то рамки и границы, почему он не может вам сделать какое-то предложение такое актуальное, серьезное именно сейчас. Поэтому развивать отношения он с вами планирует, но не в таком скором темпе, как хотелось бы вам. Но планов на разрыв у него нет. Какой вам совет в этой ситуации? Давайте посмотрим, как вам себя вести. Императрица, вы знаете, что вы любимы. Император, императрица. Тот человек, с которым вы сейчас в паре, на которого вы смотрите, вы действительно с ним, ну вот император, императрица. Вы действительно люди, которые нужны друг другу. И здесь вся загвоздка в финансах. И если вы создадите с ним семью, вам действительно будет с ним хорошо. Если вы уйдете, у вас тоже будет семья, у вас все будет хорошо, прекрасно. Вы вернетесь к тому человеку, с которым вы когда-то уже были в отношениях. Но вот тот, на которого вы смотрите, он действительно строит на вас планы. И он считает, что для того, чтобы строить семью, нужна финансовая стабильность, которую он и будет вам обеспечивать. Поэтому здесь, опять же, с точки зрения корысти, да, где хлеб повкуснее, где машина покрасивее, это вот с тем человеком, на которого вы смотрите. Поэтому имейте терпение, здесь есть чего ждать. Благодарю вас, единички. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, у кого как отыгрывается. И идем ко второй позиции. Двоечки. Итак, уйти вам или остаться, уходить или оставаться. Почему задумались, что сейчас происходит в отношениях у двоечек? Почему? Что сейчас в отношениях? А вы, возможно, на расстоянии. Вы, возможно, в разных городах. И, возможно, вы здесь не свободны, королева пентаклей, либо у человека есть какая-то барышня другая, да, и между вами расстояние, и есть даже определенные, знаете, вот как границы, которые вы сами выстроили друг другу, да, сами друг другу определили. Что будет в перспективе, если вы останетесь в этих отношениях? Смотрите, но здесь ничего не поменяется. Здесь королева кубков. Опять же, смотрите, если кто-то из вас не свободен, то ситуация так и останется. Все партнеры, да, все законные браки, все вот эти третьи лица так и остаются на своих местах. Но чувства, посмотрите, королева кубков, если рассматривать ситуацию с той позиции, что вы любовница, да, человек в браке, то чувства ваши никуда не уходят. Но здесь будет желание вкладываться и что-то развивать. Если же вы в браке, да, вы не свободны, соответственно, также ваши чувства никуда не денутся. Что будет, если вы уйдете из этих отношений? Смотрите, но здесь будет некая неопределенность. Во-первых, если вы ходите из этих отношений, то, во-первых, причиняете какие-то переживания тому человеку, на которого вы смотрите, да, но также вы можете найти успокоение, опять же, в объятиях какого-то бывшего. Король мечей вышел, возможно, человек из прошлого. Здесь вот эту свою неопределенность вы сможете утолить, так скажем, да, найти спокойствие, гармонию и комфорт в объятиях того, с кем вы опять когда-то были знакомы, да, то есть вы знали этого человека раньше. А что загаданный партнер, вот тот, на которого вы смотрите, что он думает о вашем расставании? Он вообще об этом не думает. Здесь пустая карта, он вообще даже это не рассматривает. Он думает, что если только
Нет, нет, нет. Как только вы из его жизни уйдете, у него потеряется все. У него потеряется смысл жизни. У него потеряются какие-то возможности, у него потеряются какие-то источники вот счастья, да, источники радости. Он понимает, что потеряв вас, он вообще потеряет все буквально. Это будет для него потеря потерь, просто невыносимо. Поэтому здесь он об этом думать даже боится. А какие у него на вас планы? Знаете, он считает то, что то, что вы сейчас с ним проходите, вот этот период, да, непростой, это какой-то жизненный урок. И здесь он ждет от вас какого-то решения. Здесь он ждет того, что вы какое-то решение примете. Поэтому если вы здесь не свободны, то здесь человек, возможно, ждет принятия какого-то решения от вас. Да, он ждет шанса, он считает, что вы его счастливый билетик. И если что-то не клеится, не ладится в ваших отношениях, он признает, что в этом есть его вина. Он совершенно не снимает с себя ответственности и хочет с вами радости и счастья. Здесь тоже человек хочет семьи, но смотрите, для тех, у кого мужчина не свободен. Здесь, тем не менее, он признает эту вину за собой и понимает, что здесь в таком случае его супруга, да, с которой он в стабильных отношениях, должна принимать какое-то решение. И он ждет того, что вы также будете спокойно ждать, да, то есть вы сможете дождаться того момента, того шанса, когда получится ваши отношения развивать и укреплять. А какой вам совет карт в этой ситуации? Какой вам совет карт? Правосудие, смотрите, ну действуйте по справедливости. Здесь, если кто-то в законном браке, то этот законный брак нужно уважать. Если все свободны, да, просто есть третьи лица, опять же, действовать стоит по букве закона. То есть здесь, вот, чтобы не противоречить здравому смыслу. И смотрите, нужно идти вперед. Кому-то нужно воссоединиться, вот те, кто на расстоянии, нужно приехать, поговорить, да, нужно быть не на расстоянии, а нужно как-то ближе быть друг к другу и обсудить планы на будущее. Здесь вот именно построение планов на будущее может внести какую-то ясность и понимание в то, как быть дальше. Потому что здесь человек даже не помышляет о том, чтобы вас потерять. Здесь человеку очень сложно, и вам важно дать ему уверенность в том, что все будет хорошо. Вам важно суметь насладиться этим моментом, текущим, тем, что между вами происходит. Здесь нужно суметь подождать, получить удовольствие от того, что сейчас происходит, даже будучи на расстоянии, у кого, да, дистанция большая, у кого там города между вами. Есть видеосвязь, есть там мессенджеры, которые могут вас каким-то образом сплотить, внести какой-то романтик. Здесь ему важно знать, что вы в него верите. Тогда он сможет, потому что о расставании с вами он даже не помышляет. Для него это страшный, наистрашнейший сон. Итак, двоечки, благодарю вас. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки, комментарии, пишите. Буду очень благодарна всем, буду очень рада. Итак, третья позиция – уходить или оставаться. Почему вообще такие мысли? Что у вас происходит сейчас в отношениях? А сейчас какая-то ситуация зависшая, да? Сейчас как будто бы перевернулось все с ног на голову. Семья. Смотрите, у кого-то могут быть против родственники, кто-то, опять же, может быть не свободен. И вот либо здесь родственники против, либо здесь, опять же, кто-то из вас семейный. И между вами может быть расстояние большое и дистанция. Дистанция, города, километры. И ничего не развивается. Поэтому, собственно, и есть мысли о том, что уходить или расставаться. Что в перспективе, если вы останетесь в этих отношениях? Очень медленное развитие. Смотрите,
Но здесь медленно, но очень верно вы идете к любви. Медленно, но очень верно вы любите друг друга. Здесь есть чувства. Здесь вот это расстояние, которое между вами, вот эти родственники, которые против, даже если кто-то из вас в браке, здесь вы друг другу настолько дороги, что ваши отношения, пусть медленно, но уверенно идут в новый виток. Да, это будет долго, это будет не скоро, это будет не быстро, не так, как вы хотите, но это счастье, которое стоит того, чтобы его ждали. А что будет, если вы уйдете из этих отношений? Но здесь тот, кто в браке, те сохранят свой брак. Те, кто не в браке, найдут мужчину, с которым можно будет этот брак создать. Но смотрите, здесь очень возможно, что вот к тому человеку, на которого вы смотрите, вас очень долго будут не отпускать чувства. Вы будете счастливы в новых отношениях, у вас будет все хорошо, либо в тех отношениях, вот, которые вы выбираете, да, для тех, кто семейный. Но к тому человеку, на которого вы смотрите, чувства и нежность вас не будут отпускать очень долгое время. Что думает партнер загаданный о расставании вообще? Вы знаете, у него есть четкая уверенность, что все в его руках. Он понимает, что так, как есть, продолжаться не может. Но он уверен в том, что даже если вы уйдете, даже если все будет не так, как вам хотелось бы, у него есть шансы на то, чтобы вас вернуть. Он понимает, что он ходит по лезвию. Он понимает, что вот сейчас один неверный шаг, и все, да, он вас потеряет, он этого не исключает. Но он уверен в своих силах. Он знает, что если только он захочет, там приедет, позвонит, напишет, все вернется на круги своя. Какие планы у партнера на вас, у загадываемого? Смотрите, у него сейчас очень непростой период, и он надеется на вашу помощь и поддержку. Непростой период может быть связан с деньгами, с финансовыми вопросами, с финансовыми аспектами. И здесь какие-то шаги он будет делать, когда вот эти финансовые вопросы решатся. Плюс здесь в жизни у человека были непростые ситуации, которые, так скажем, накладывают отпечаток. И здесь он планирует с вами идти дальше, планирует вас завоевывать, планирует двигаться, да, что-то вот делать. Но это будет такими темпами, что здесь нужно будет уметь ждать. Потому что, во-первых, проработать те страхи, которые у него остались от прошлых отношений. Во-вторых, наладить сейчас финансовое положение. И в чем-то он очень надеется на вашу поддержку. В первую очередь эмоциональную. В первую очередь на ту поддержку, которая поможет ему преодолеть страхи. Какой совет для вас? Смотрите, но здесь нужно принимать решение. Решение, причем принимать по ходу. Опять же, если вы планируете оставаться в этих отношениях, то здесь нужно все отпустить. Ситуацию вы не измените. Здесь вот как медленно шло, так и будет идти. На ход событий вы не повлияете. Вы можете только поддержать человека и дать ему стабильность. Да? Здесь перемены будут, но они случатся не по вашей воле. Здесь так сойдутся звезды, когда действительно человек скажет, что да, все, я могу что-то менять, я готов принимать эти решения. Если вы выбираете не быть в этих отношениях, тогда вращайте это колесо судьбы сами, выходите, закрывайте дверь, да, выбирайте либо тот брак, в котором вы сейчас находитесь, либо знайте, что выйдя из этих отношений, вы встретите мужчину, с которым вы этот брак создадите. Но здесь опять же пустая карта, она говорит о том, что здесь будут какие-то обстоятельства совершенно внезапные, карты их пока не открывают, когда нужно будет вот именно принимать решение. Но карта пятерка жезлов говорит о том, что нужно бороться. Здесь есть за что бороться, здесь есть что защищать, но также умейте защитить и свои границы. Умейте защитить и свои интересы.
И поймите, что у вас сейчас ситуация такова, когда стакан не наполовину пуст, а наполовину полон. И если вы сейчас находитесь в стабильных отношениях, если вы в семье, то семью свою берегите. Поэтому здесь вот для тех, кто семейные смотрит, да, берегите того партнера, с которым вы находитесь в стабильных, в прочных отношениях, в семейных. Так, благодарю вас, троечки. Буду благодарна всем за подписки, за лайки, за ваши комментарии. И, конечно же, всех благодарю за просмотры. До встречи в новых видео.